Привет! На связи Академия покера. В прошлом выпуске мы рассмотрели лишь верхушку покерного сленга. Сегодня мы углубимся в детали и рассмотрим все термины на букву «А». Обучайтесь новому и развивайтесь вместе с нами. Понравилась наша новая рубрика? Не забудь поставить лайк под видео и подписаться на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе самых последних новостей из мира покера. А как много терминов на букву «А» можешь вспомнить ты? Не печалься, если немного. Сейчас мы рассмотрим их все. Присаживайся поудобнее, захвати горячего чаю и чего-нибудь перекусить, и не забудь приготовиться. АБЦ покер. Базовая выигрышная стратегия игры в покер, при которой учитывается имидж оппонентов лишь в общем виде – регуляр, фиш, маньяк. Используется на микролимитах или при игре против неизвестных соперников. АБЦ покер отлично подойдет новичкам, которым не придется анализировать игру оппонентов, а нужно лишь следовать стандартной линии розыгрыша. Автоответчик. Слабый, лузово-пассивный игрок, который часто отвечает на ставки оппонентов колом. Сам же такой игрок ставит очень редко, а фолдит лишь с самыми слабыми руками. Дро-руки автоответчик ни за что не выбросит, а будет тянуть ауты, коллируя ставки соперника не по шансам. Add-on. Докупка фишек в специальных видах турниров, которая может быть выполнена с любым размером стека в строго определенное время. В отличие от ребая, аддон обычно делается только один раз за турнир. Стоимость докупки равна баину, однако за эти же деньги дается больше фишек, чем в первоначальном стеке. Например, в турнире с баином $50 изначальный стек составляет 2000 фишек. Делая аддон и доплатив еще $50, можно получить дополнительно 3000 фишек. Акула – название сильного опытного игрока в покер. Акула съедает, выигрывает фишей рекреационных игроков, получая за их счет прибыль. Акулу можно определить за столом по агрессивному стилю, грамотной позиционной игре, умению читать соперников и быстро подстраиваться под них. Андерпара – карманная пара, состоящая из карт, меньших по достоинству самой низкой общей карты. Эта рука может легко оказаться под доминацией, если соперник соберет пару с любой картой борда. Например, карманная рука – 2 пятерки. Флоп 6-9 король. У этой ситуации карманная рука и будет андерпарой. Андердог – игрок, у которого в текущей раздаче намного худшая рука, чем у оппонента, и минимальные шансы на выигрыш. Если шансы игроков на выигрыш примерно равны, coin-flip, то покерист, собравший слабейшую комбинацию, не будет считаться андердогом. Например, рука игрока 1 – 2 разномастные тройки. Рука игрока 2 – также разномастные, но семерки. На борде 7-10 король. Здесь игрок 1 будет андердогом со своей парой троек против сета семерок противника. Анте – обязательная ставка, которую должен сделать каждый участник игры до начала раздачи карт. Размер анте может колебаться в пределах от 1/8 до 1/4 одной ставки. Главная задача этой ставки – стимулировать игроков к участию в раздаче за счет формирования начального банка. Анте может использоваться как единственная обязательная ставка, так и вместе с выставлением блайндов. Апсвинг – это полоса везения в покере, во время которой игрок чаще и больше выигрывает, чем обычно. У игрока в апсвинге постоянно доезжают сильнейшие комбинации, с которыми он забирает банки и получает повышенную прибыль. Возникает это явление из-за влияния на игру дисперсии, поэтому результат на коротком временном отрезке будет отличаться от среднестатистического результата на длинной дистанции. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless. Аут – это любая карта из колоды, которая приведет к улучшению руки игрока до выигрышной. Например, если у игрока на руках 5 червей и бубновая шестерка, а на борде бубновая 7, 8 треф и пиковый король, то у него есть 8 аутов, 4 четверки и 4 девятки, чтобы собрать комбинацию стрит. Знание количества своих аутов является главным фактором в оценке силы своей руки и принятии дальнейших решений. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. Понравился выпуск? Именно ты можешь повлиять на тему следующего ролика. Оставляй комментарий под видео и не стесняйся высказать свое мнение.